Русских спрашивают, безопасно ли к нам ехать в Россию в 2025 году. Я отвечу сегодня на ваши вопросы. Я в Москве. Я тоже недавно выезжал, путешествовал, и вот сейчас вернулся обратно в Москву. Итак, первый вопрос. Опасно ли сейчас приезжать в Россию как туристу? Вообще безопасно, если вы соблюдаете просто элементарные законы. То есть нельзя провозить через границу никакие запрещенные вещества какие-то, оружие, всякую такую фигню. Если вы обычный человек, то у вас никаких проблем не будет. Дальше. Могут, в принципе, попросить ваш телефон на границе проверить. Это могут сделать, потому что в России сейчас идет специальная военная операция, и тут повышенные требования к безопасности. Поэтому могут попросить ваш телефон, просто его посмотрят, и пожалуйста, вы можете, в принципе, с собой взять другой телефон, если вам есть что скрывать. Но в целом, это абсолютно безопасно и никаких проблем нет. Каждый день тысячи туристов приезжают в Россию, и ни у кого никаких проблем нет. То есть, если вы турист, то вообще к вам вопросов, скорее всего, в 95% случаев не будет. Даже телефон ваш никто не будет смотреть. То есть, если турист, вообще без проблем. Тут люди, которые уехали из России, долго не были и возвращаются обратно, у них могут телефон посмотреть в целом. У меня, например, телефон не смотрели, когда я сейчас возвращался и ничего не спрашивали. Там система контроля сейчас на границе, биометрия. То есть ты просто прикладываешь паспорт биометрический, прикладываешь отпечаток пальца, делаешь и фотографию. Там даже пограничника нет. И тебя пропускают. Вот и все. Но могут, в некоторых аэропортах такой системы нет, там обычный пограничник. Тогда он вас спросит, ваша цель приезда. И вы говорите ему, турист. Приехал посмотреть, как тут в России. И скорее всего 99,9%, что вам улыбнутся и вас пропустят. Так что первый момент – граница. Безопасно. Дальше. В самой России, как сейчас? В крупных городах, типа Москвы, я сейчас в Москве, тут абсолютно безопасно, тут никаких ракет не летает, никаких дронов, ничего этого нет, все это чушь. Москва – это огромный город, 15 миллионов человек тут живет. И он на многие-многие десятки километров простирается, он огромный. Поэтому Санкт-Петербург тоже огромный город. В Москве очень много больших городов, и там абсолютно 100% безопасно. Очень хорошая. Сейчас в России безопаснее, чем в Европе или в Америке. Намного. Потому что у нас очень хорошо работают правоохранительные органы, полиция, везде камеры наблюдения. То есть, если у вас, не дай бог, что-то украдут, вора найдут там очень быстро. То есть, просто никто ничего не ворует поэтому. То есть, какой-нибудь там телефон у вас в Америке или в Европе могут украсть телефон. В России у тебя телефон, очень маленькая вероятность, что у тебя его украдут. Если украдут, то как-нибудь вытащат из заднего кармана. Но так в наглую никто вас в жизни никогда не ограбит. Только если вы ночью пьяный где-нибудь в подворотне, где-нибудь на окраине, может быть. Но ночью в центре любого большого города абсолютно безопасно. Поэтому такой момент. Единственное исключение – это регионы, ближние к Украине, так как там идет специальная военная операция, там, соответственно, лучше туда не ехать без какой-то сильной надобности, потому что там дроны летают, и что-то такое может быть, наверное.
Вот. Но в любых больших городах, чуть подальше, вот, все в порядке абсолютно с вами будет. Дальше. Вопрос. Проверяют ли иностранцев на улице или в метро? Могут проверить, наверное, вас. Но так как везде сейчас уже в России система распознавания лиц на камерах, то когда вы входите в метро, идете по метро, эта система знает, кто вы и что вы уже. Вот, поэтому если вы законопослушный гражданин, не гражданин, а просто турист, то вы абсолютно в безопасности, вас никто проверять не будет. Вот. То есть могут, наверное, у вас что-то проверить, но это очень маловероятно. И вообще иностранцев не принято в России трогать, кошмарить как-то. У нас очень в этом плане доброжелательно и как бы открыто относятся хорошо. Можно ли свободно фотографировать в Москве и в других городах? Можно. То есть вот в самом городе, пожалуйста, ты можешь чего угодно фотографировать, ну, кроме каких-то охраняемых объектов. Ну, их сложно найти на самом деле. Единственный момент, это когда вы, например, так как сейчас идет тоже специальная военная операция, когда вы на самолете приземляетесь, вот тут вот, может быть, лучше не фотографировать с высоты птичьего полета ничего, да. Но в целом, как бы в городе, любые достопримечательности, пожалуйста, вам никто ничего не скажет, все фотографируют, снимают видео, то есть никаких проблем. Безопасно ли пользоваться телефоном и интернетом в России? Абсолютно точно так же, как в любой другой стране. То есть, как тут интернет и телефон дешевле намного, чем где-либо. Тут очень сильная конкуренция между провайдерами, их много разных. Поэтому как бы все хорошо. Единственное, некоторые сайты из России не работают, потому что их блокируют другие страны. Какие-то сайты заблокированы и в России тоже. Поэтому вы можете заранее, если хотите, озаботиться тем, как зайти на какие-то сайты, которые будут недоступны. Ну, для этого существуют специальные программы, которые можно поставить на телефон. Они разрешены в России. Вот, никто вас за это никак не наругает, если у вас такая программа стоит. Вот, то есть просто как бы, вот тогда с такой программой вы сможете заходить на любые вообще сайты. Есть ли риск быть задержанным просто за иностранный паспорт? Если у вас иностранный паспорт, это как оберег. То есть вас никто не будет трогать с ним никогда. Потому что, ну, это будут проблемы у людей, которые будут вас задерживать. Никакому полицейскому, никому не хочется иметь дело с иностранцами и кого-то задерживать, потому что у них могут быть от этого проблемы. Поэтому тут с иностранным паспортом безопаснее, чем с обычным, потому что иностранцев тут как бы к ним лучше относятся даже. Как к иностранцам относятся обычные люди на улицах? Хорошо, доброжелательно относятся. Русскому человеку всегда любопытно посмотреть на чужеземца, на иностранца, пообщаться с ним. Это всегда в диковинку для нас. Поэтому мы как бы это любим. Нам нравится общаться с иностранцами, нам нравится с ними поговорить, что-то обсудить. Это интересно. Так что относятся хорошо. Но вот следующий вопрос. Есть ли сейчас мошенники или обманы туристов? Конечно, они есть всегда и везде, и в любой стране. И в России есть. То есть вам нужно быть аккуратным. Ну, как вот в любую страну вы поедете, нужно быть аккуратным, потому что вас, в принципе, видно издалека. То есть вы одеваетесь по-другому, ходите по-другому, говорите на другом языке. Поэтому какие-то люди, они могут захотеть вам что-то продать дороже, например. Или вот вы хотите там поменять деньги свои какие-то, вам могут по плохому курсу поменять, если вы заранее не уточните. То есть вам нужно просто использовать приложение в телефоне Яндекс.Карты или Google карты и в них смотреть, чтобы там обменный пункт
он был хороший, с репутацией. То есть ты отзывы смотришь на карте, если он хороший, там можно спокойно менять, никто вас не обманет. Просто спрашиваете, допустим, вот у вас какая-то комиссия есть при обмене, и говорите, вот у меня есть, например, $100, сколько вы мне дадите рублей за них? Вот вы показываете $100 и спрашиваете, сколько, чтобы человек вам написал. Если он вам напишет, скажет, вас это устроит, вас уже не обманут. То есть обмануть могут именно, если вы не спросите ничего. Если вы спросили, то все в порядке, везде все на видео фиксируется, никто вас обманывать не будет. То же самое с какими-то мошенниками, да. Ну, то есть, какие мошенники? Максимум, что может произойти, то, что вам попытаются продать какую-то фигню задорого. Ну, вот в любых, есть туристические места, там цены выше, есть места, где цены ниже. То есть это в целом такие, не то чтобы прям какое-то страшное мошенничество, просто где-то могут быть какие-то вещи дороже в туристических местах. Но в целом, за вами никто не будет бегать, как-то пытаться вас намеренно прям вот так вот обмануть. Просто если вы себя так обычно ведете ровно, просто говорите нет и уходите, и все. То есть никто вас, если по вам видно, что вы такой человек адекватный, вас никто не будет к вам приставать вообще даже. Дальше. Есть ли опасность попасть под мобилизацию или проверку на границе? Ну, про границу я говорил. Насчет мобилизации. Сейчас ее нет. В России очень большая армия. Тут есть регулярный призыв для людей до 30 лет. Вот. И у России хватает сил и средств, чтобы справляться с любыми военными задачами в рамках регулярной армии. Поэтому, даже если вы, например, у вас есть российское гражданство, и вы возвращаетесь в Россию, вот, если вы резидент другой страны, у вас никаких проблем не будет. Вы просто говорите, что вы не резидент. Да, вот вы приехали там на какое-то время, и никаких проблем у вас не будет, связанных с какой-то мобилизацией. То есть мне, например, 40 лет, я живу в Москве, и у меня никаких проблем тоже в этом плане нет, ну, потому что мне 40 лет. А в армии люди до 30, соответственно, подлежат призыву. В какие города России ехать безопаснее всего в 2025 году? Ну, я бы сказал, что любые города, крупные, они безопасны, маленькие тоже на самом деле довольно-таки безопасны, потому что сейчас в России везде камеры, везде большой брат следит за тобой, и это хорошо для туристов особенно. То есть в России намного безопаснее, чем любая другая, еще раз скажу, европейская страна. Вот. Тут верховенство закона, он работает. Даже в небольших городах тоже везде камеры и за всем следят, все безопасно и хорошо. Так что не бойтесь. Ну а в больших городах так вообще. Тут везде хорошо. Так что приезжайте в Россию, не бойтесь. Только соблюдайте просто законы, и все будет с вами хорошо. Не везите каких-то запрещенных веществ, не являйтесь какими-то активистами, которые пропагандируют какие-то запрещенные вещи в России. То есть в России это довольно-таки консервативная страна, и тут не принята, например, пропаганда ЛГБТ. Да? То есть не нужно тут ходить с радужным флагом. Это никому не понравится. Ну, то есть, может быть, даже всем будет наплевать, но просто по законодательству это запрещено. Вот и все. Поэтому, если вы вот эти вот какие-то базовые, простые вещи соблюдаете, просто ведете себя адекватно, не лезете на рожон, с вами ничего плохого никогда не случится. Спасибо за внимание. С вами был Русский Медведь. Всем удачи!